Привет, дорогие мои девочки! С 8 марта поздравляю вас с этим праздником весны и любви. И сегодня я подготовила для вас видео, которое снимала для вас целую неделю. Видео про любовь, про то, как нам, женщинам, научиться любить себя. 5 простых шагов. Это видео родилось так внезапно. Надеюсь, вам оно понравится и будет полезным, потому что в современном мире 8 марта, мне кажется, заиграло новыми красками. Вы знаете, потому что у нас появилось много свободы, у нас появилось много возможностей. Мы влились очень плотно в мужской мир и конкурируем с мужчинами ого-го. Но самое сложное для нас теперь — это сохранить нашу гармонию, наш внутренний баланс и чувствовать себя счастливыми в наших достижениях, в наших передвижениях, в наших свершениях, вообще в нашей большой ответственности, которая к нам, к этой свободе прилагается. Поэтому я записала для вас такое видео. Каждый день я записывала по кусочку всю неделю. 5 простых шагов, как полюбить себя и стать счастливой. Ну что, я поздравляю вас еще раз с 8 марта и надеюсь, вам это видео очень понравится. Привет, дорогие друзья! С вами Ева. У меня пришла только что внезапная идея. Я собиралась записать видео на 8 марта для всех женщин о любви к себе, об отношениях. Вот. И сейчас, вот пока я еду, я решила, что это видео я буду записывать вот такими вот кусками всю эту неделю и буду говорить все, что вот у меня, знаете, вот есть на эту тему сказать. И сейчас я хочу начать это видео с поздравлений с 8 марта, дорогие девушки, дорогие женщины. Я хочу, чтобы все были очень-очень счастливы. Я много лет работаю с женщинами, и вы знаете, я считаю, что с женщины начинается этот мир. Женщина дает жизнь, женщина создает атмосферу. Женщина вообще своим состоянием, своим умонастроением, просто даже своим видом уже меняет мир. Поэтому я желаю вам всем быть счастливыми, я желаю вам всем воплощать все свои мечты. Вы всегда помнили, что ваша жизнь, все ваши мечты, они начинаются с вас. И сегодняшнее видео как раз и будет о том, что каждая женщина, если она хочет стать счастливой и через это как-то менять, влиять этот мир, внести в этот мир что-то прекрасное, самое главное для вас, дорогие мои, это научиться слушать и любить себя. И сегодня я хочу записать такое видео, 5 шагов, 5 таких моментов, которые должна делать каждая женщина для того, чтобы быть счастливой, научиться любить себя и через это научиться любить весь мир. Ну что же, первый день, и сегодня первое, что нужно знать каждой женщине для того, чтобы полюбить себя и вообще жить постоянно в гармонии с самой собой. И вы знаете, спустя много лет я поняла очень важную вещь, которую, жаль, мне никто не объяснил, когда я была маленькая. Я надеюсь, что молодые юные девушки, которые сейчас смотрят это видео, им это пригодится. Вы знаете, все, что делалось в этой жизни через усилия, через преодоление себя, заставить, как нас, а ты постарайся, как нас, а ты хорошо постарайся, как у нас нас учили в детстве, да? Не расстроить маму, не разочаровать папу, а у девочек, которые росли вообще без отца, да, у них вообще жуткая паника оказаться недостаточно хорошей, потому что от тебя вообще откажутся, тебя тогда вообще никто не будет любить. Поэтому привычка делать вещи на автомате, привычка делать вещи, когда тебе это не хочется, но ты себя заставляешь. Вы знаете, я оборачиваюсь на свою жизнь назад, если проанализировать вот такую же свою сознательную, самостоятельную жизнь, это в принципе, такой уже небольшой срок, 20 лет, можно уже какие-то выводы сделать. Самые большие потери и самые большие проблемы мне принесли как раз те решения, те периоды жизни, когда я заставляла себя делать что-то, или потому что так выгодно, или потому что так хотят другие, или потому что так надо, или потому что, ну ты же за что-то уже взялся, значит, как у нас учили, надо довести до конца. То, что тебе это уже не в радость, то, что тебе это истощает уже твои силы. А для женщин нет ничего хуже делать что-то без воодушевления, без радости, без, вы знаете, вот такого вот чувства, что тебе это приносит удовольствие, и понимать, что то, что ты делаешь, это приносит радости другим. Поэтому первое, самое главное для любви к себе, дорогие мои, это научиться прислушиваться к себе и говорить нет тем вещам, которые вас не наполняют, которые вас разрушают, которые уже не несут в вашей жизни ничего
понимаете, такого развивающего. Поэтому вы можете мне сказать, ну а что тогда? Тогда можно вообще разлениться и расслабиться, и вообще ничего в этой жизни не делать. Вы поймите, так невозможно. У вас все равно будут свои желания, предназначения. Ваши желания будут толкать вас к определенным шагам. Я именно о той вот степени, когда мы начинаем что-то делать и продолжаем что-то делать, иногда мы уже понимаем, что это исчерпалось, и это касается отношений, работы, каких-то проектов, всего чего угодно. Нам кажется, что ваш ресурс бесконечен, понимаете? И можно его растрачивать на те вещи, которые вам не нравятся. Поэтому первое, самое главное, что я бы, знаете, вот для женщин, всем бы женщинам пожелала, делайте только то, что вам по душе. Потому что именно это будет вас наполнять, будет делать вас здоровыми, потому что для женщины, которая истощает свой организм такими вот нагрузками, которые не приносят ей радости, уничтожают ее здоровье в первую очередь, женское здоровье. Поэтому берегите себя, и это самое главное, и поэтому это у нас на первом месте. Поехали дальше. Ну и второй шаг, естественно, вытекающий из первого, да, шага на пути любви к себе, это привычка разговаривать с собой, прислушиваться к себе, развивать тем самым свою интуицию. Ведь женская сила как раз в ее чувствительности, в ее интуиции, в ее способности распознавать очень тонкие вещи и благодаря этому управлять своей жизнью, делать свою жизнь намного гармоничнее, счастливее. Поэтому привычка разговаривать с собой, прислушиваться к своим недомоганиям, к своим потребностям, к своим желаниям, к своим эмоциям. И женский цикл так устроен, что у нас нет практически ни одного одинакового дня. Каждый день для нас как заново, понимаете? Вот, поэтому это сделано неспроста. Это позволяет нам, представляете, вот мы, в отличие от мужчин, действительно каждый день ощущаем по-новому. И наша интуиция нам просто необходима для того, чтобы каждый день, прислушиваясь к своим ощущениям в теле, своему настроению, выстраивать свой день абсолютно уникальным. Этот шаг достаточно легко на самом деле реализовать. Это и просто, и сложно одновременно. Просто ежедневно нужно задавать себе такие вопросы, а чего я хочу именно сейчас? Что именно сейчас сделает меня счастливой? Чего бы мне хотелось сейчас для того, чтобы максимально свою энергию увеличить, для того, чтобы максимально раскрыть свое сердце, для того, чтобы улучшить те или иные отношения, для того, чтобы достичь. То есть у вас должна быть привычка действительно постоянно находиться с собой в таком внутреннем диалоге. И вы знаете, как таким ангелом-хранителем вы должны стать наставником для самой себя. И тогда действительно ваша интуиция ежедневно будет развиваться. Потому что мне очень часто задают такой вопрос, как полюбить себя, как развить свою интуицию. Через такие маленькие шаги, когда вы ежедневно будете узнавать себя лучше, делать какие-то вещи, отслеживать реакции на определенные свои поступки, на свои решения, вам будет жить гораздо легче, гораздо интереснее, гораздо приятнее. Самое главное, вы полюбите себя и будете счастливы. Ну что, поехали дальше. Следующий, третий шаг. Знаете, мне кажется, это была такая классная идея начать записывать это видео поздравления 8 марта, не просто сесть где-то и делать долго говорящее видео из таких вот моих мест, моих маршруток, где я обычно бываю. Вот сейчас я заехала, мне нужно было помыть машину, потому что наконец-то у нас, видите, распогодилось, кончились дожди. Вот, и, между прочим, я решила пройтись в Марине и записать для вас продолжение поздравления на 8 марта. И мне кажется, знаете, это тоже так знаково, как я записываю это видео, как обычно. То есть если я записываю видео в машине, это тоже какие-то для меня знаки. Каждое место что-то значит. Так вот, то, что я решила записать это видео вот так вот в своем, скажем так, включая такие небольшие 2-3-минутные зарисовочки на ходу, пока я еду по своим делам, это, мне кажется, тоже говорит о том, как должна выстраиваться наша женская жизнь. И все должно быть, понимаете, все должно быть очень легко. Потому что совершенно вот у меня не лежала душа мне на этой неделе сесть и вот прям делать такое долгое разговорное видео. Хотелось такими какими-то фрагментами, легкими, такими воздушными запечатлеть такие небольшие шаги на любви к себе. Вот. Это, конечно, не та мимоза, которую мы знаем, но мне она очень напоминает. И я, когда ее вижу, я сразу понимаю, что все. Это весна, это 8 марта, это женский праздник. Все. Любовь, солнце вернулись снова в нашу жизнь.
такой здесь стоит аромат. И вы знаете, я записываю всегда все свои видео-влоги всегда с первого дубля. Никогда не переснимаю, никогда не делаю никаких там вставок. Все всегда в таком естественном и органичном режиме. Потому что вот я чувствую, когда я начинаю вот эти дубли, для меня это перенапряжение. Это опять же тоже вот очень хорошо про любовь к себе. Вот как оно вышло, как я сказала, как я выгляжу, абсолютное принятие себя, это как оно выходит. Зачем что-то переснимать, переделывать, тем более в таком режиме влоги. Я просто знаю, что многие блогеры, когда они снимают контент, это целая такая постановка. Для меня я просто делюсь кусочком своей жизни и делюсь какими-то своими небольшими наработками, опять же, о том, что прожила. Поэтому еще раз с 8 марта. Привет, мои дорогие. Ну что, поехали. Третий шаг в сторону любви к себе. Вы знаете, третий шаг, я считаю, просто самый-самый важный. Третий шаг любви к себе для каждой женщины – это отношения с мужчиной. На самом деле все просто. Выбирайте тех мужчин, которые будут повышать вашу самооценку, которые будут вас любить. Я понимаю, это очень легко сказать. Я сама прошла очень много ошибок. Сама была не раз в отношениях, где мной пользовались, и мужчины не способны были ни давать, ни любить, ни заботиться, ни брать ответственность. И каждая женщина, не знаю, сталкивалась и с предательством, и с изменами, и с нелюбовью и так далее. Поэтому ничего лучше быть не может для женщины, для ее любви к себе, для ее самооценки, это отношения с правильным мужчиной. Поэтому, если вы хотите научиться любить себя и быть счастливой, и жить в любви, выбирайте тех мужчин, которые готовы брать ответственность, которые готовы любить, умеют любить. И когда вы находитесь с ними, вы становитесь счастливее. Если вы становитесь несчастливее, напряженнее, раздраженнее, если появление мужчины в вашей жизни ее не улучшает, а делает ее еще более сложной, делайте из этого выводы. Поэтому ничто так не убивает на самом деле женскую самооценку и женское вообще чувство любви к себе, такой радости и счастья, как мужчина, который, собственно, ее пренебрегают ею, не способен ее любить и брать за нее ответственность. Ожидание, что вот сейчас тебя возьмут замуж, а мужчина не решается. И ничего, вы знаете, ничего в жизни женщины так не убивает ее самооценку и чувство любви к себе, как мужчина, который ее не любит. Поэтому, дорогие мои, самое главное – это выбирать мужчин, встречаться с мужчинами, которые способны оценить вас, которые умеют любить, которые умеют брать ответственность и которые готовы к серьезным отношениям. Привет, мои девочки! Я сегодня, видите, в розовеньком. У нас уже завтра 8 марта, и хочется одевать все такое розовое, красное, поднимать себе настроение. И на самом деле 4-й шаг, но мне кажется, он очень важный. Вот я для себя вывела, что это практически чуть ли не основной такой момент поддержания любви к себе, чувства высокой самооценки, вообще хорошего настроения. Это привычка отслеживать свое состояние, как я говорила вот в первом и втором пункте, но не просто отслеживать, но тут же пускать это в проработку. То есть не допускать таких ситуаций, когда у вас накапливаются обиды, раздражение, плохое настроение. То есть все эти сигналы вашего настроения, вашего самочувствия – это знак о том, что у вас срезонировала какая-то программа, и вам ее нужно проработать для того, чтобы освободить и поднять свое ощущение, свою энергетику выше. Это и есть повышение вибрации, это и есть проработка. Вот. Поэтому, если у вас еще нету такого навыка, если вы не знаете, как это делать, начните с прочтения книг. Есть прекрасные книги, вообще это базовая просто книжка, знаете, такая вот, с которой нужно просто начинать. Это книги Луизы Хей, прям вбейте в гугле «Любовь к себе», «Полюбить себя». Там просто прекрасный рецепт, как это нужно делать. Есть «Радикальная любовь», книги замечательные, посмотрите тоже. То есть обязательно нужно вести свою ежедневную практически привычку, отслеживать все, что вам срезонировало, принесло вам какие-либо эмоции негативные, тут же пускать проработку. Поверьте, у вас будут возникать какие-то родовые программы, стереотипы, все, что из детства будет идти, все, что вам мешает на самом деле вашу женскую природу раскрыть. Поэтому это очень важный 4-й шаг, не допускать вот этого понижения вибраций, понижения настроения, отслеживать ежедневно, ежечасно свои состояния и тут же их пускать в проработку. Как это делать? Вот я говорю, научитесь
почитайте книги. У меня есть замечательные курсы, кстати говоря, которые я давно нигде не упоминала. Вы можете поработать со мной лично. Вы можете найти какую-то информацию в интернете. Сейчас ее масса просто, да, каким образом начать выстраивать этот внутренний диалог и запускать все негативные эмоции тут же в проработку. Вы можете пройти у меня курсы. У меня есть замечательная онлайн-школа, которую прошли уже десятки девушек. Они уже на своем опыте это все прожили. Отзывы замечательные. Можете почитать в моем инстаграме. Вот. Перейдите на мой сайт, изучите, посмотрите. Может быть, вам это срезонирует, и вы захотите пройти мой курс. Вот. Ну, всегда можно позвонить мне, записаться ко мне на консультацию. Я всегда открыта. Это без проблем. Но вообще я хочу сказать, что этот 4-й шаг на самом деле очень важен, потому что когда у вас накапливаются обиды, раздражение, плохое настроение, все, что вот у вас недовольство жизнью и собой, это в конечном счете просто уничтожает вас, и вы перестаете сами любить себя. Вот, поэтому 4-й шаг очень важный. Ну что, вот мы добрались с вами сегодня, как раз 8 марта, мы сегодня с вами добрались до 5-го шага, который я практикую ежедневно, и в какой-то момент в самые темные, в самые сложные времена в моей жизни это стало, наверное, моим таким спасательным кругом. Когда мне было совсем тяжело, я находила выход именно в этом. И 5-й шаг для любви к себе, на пути, можно сказать, в эту сторону, это когда особенно вам очень тяжело. Когда у вас все налажено, это, безусловно, тоже замечательно работает. Но когда у вас тяжелые моменты в жизни, и вы с трудом находите ресурсы вообще как-то выгребать все, что у вас происходит, самый лучший способ – это, вот знаете, в один день, в этот конкретный день, придумать для себя какую-то приятную мелочь, которая сделает ваш день. Это может быть что угодно. Вы можете, вы знаете, она женщина радует совершенно небольшие вещи, поэтому это может быть маска для лица, это может быть прогулка, это может быть пойти, вот как я люблю делать такие эскейп, куда-то вот за чашечкой чая или кофе, куда-то просто уйти и погрузиться в себя, насладиться природой. Независимо какая погода, я помню, когда я жила в Москве, у меня был свой любимый возле офиса, возле парка культуры, небольшой парк. И в перерыв на обед я выходила туда в час и просто ходила в одиночестве, наблюдала, слушала птичек, смотрела на листики. Вот этот час, он был моим, он был удивительный. Вот эти вот маленькие вещи, когда вы знаете, что вы любите, что вам нравится, это очень важно. Попробуйте, попрактикуйте это. Начните хотя бы с одного небольшого шага. Вы будете так узнавать себя, вы будете подпитывать себя, как цветочек себя поливать, будете любить себя. И поверьте, когда вы научитесь это делать, это будет уже просто, у вас на автоматизме, доведено на автоматизма, то и ваш мужчина рядом с вами, он будет точно так же за вами ухаживать, знать, что вы любите, и как легко вас ввести в хорошее настроение, как легко вам поднять настроение, как легко вас сделать счастливой. Вот такие вот были у нас очень простые, мне кажется, такие, знаете, доступные шаги, которые можно и нужно делать каждая женщина для того, чтобы любить себя и быть счастливой. Вот. Я была рада очень записать для вас это видео. Сегодня 8 марта. Я хочу пожелать каждой женщине в этой жизни, несмотря на то, что у нее было в прошлом, несмотря какие мужчины встречались, несмотря какое было детство, вообще что было позади, вот подставить себе, представить себе эту вашу мечту, вашу яркую звездочку, куда вы идете, и держать всегда внутри эту внутреннюю картинку, вот прям это состояние, куда вы идете. Это будет вас ежедневно направлять. Вы будете своей женской энергией, женской силой это визуализировать, и вся энергия у вас будет течь туда. Вот. Я вас очень люблю. Не забывайте, что вы всегда можете ко мне обратиться. Вы можете написать мне в Telegram, в WhatsApp, в Инстаграме, записаться ко мне на консультацию. Если вы еще никогда со мной не работали, вы можете зайти в Инстаграм, почитать все отзывы, почитать мои посты. Раньше у меня там больше 1000 постов, и каждый пост – это вот такой текст про родовые программы, про отношения с мужчинами, про женскую природу, про любовь к себе. Все это там есть, это огромный архив, я этим делюсь, пожалуйста, заходите, у меня закрытый аккаунт, но можно туда постучаться, и если вы девушка, я вас обязательно добавлю. Я имею в виду, что это не для мужчин, у меня канал, а для женщин, поэтому я поздравляю вас с 8 марта, отпразднуйте сегодня так, хорошо, ладненько, все. Целую, с вами была Ева. До встречи в новых видео. И я думаю, что следующее видео, это выйдет видео, последнее из моей, когда я возвращалась, была в СПА в Стамбуле, такое девчачье видео. И буквально через 2 недели выйдет невероятное видео из невероятного места.
у меня впереди новое путешествие. Это как раз это путешествие, это подарок на 8 марта. Вот, такие дела. Ну все, с вами была Ева. Пока-пока.